Вы прекрасно знаете, как раздражает, когда электричество отключают хотя бы на пару часов. Даже если причина этому вполне объективная, например, авария. Техника не включается, нормально не поработаешь, стиралку не включишь, продукты в холодильнике могут испортиться. А уж если свет пропал не из-за аварии, а из-за чьих-то умышленных действий, то тут уже речь идет не о раздражении. Это уже преступление, причем довольно опасное, особенно в холодное время года. К сожалению, сейчас такое преступление, в ряду многих других, совершает Россия против Украины. Российская армия уже больше месяца бомбит украинские объекты электрической инфраструктуры. Президент Зеленский в начале ноября сообщил, что повреждено около 40% тепло- и гидроэлектростанций, а также теплоцентралей. Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, приходится отключать электроснабжение, из-за чего украинские города, включая Киев, погружаются вечером во мрак. Но не только украинцам пришлось столкнуться с таким отношением к себе со стороны Москвы. За 32 года до Путина так действовали советские власти в отношении Литвы, желая вернуть республику в свою зону влияния. Тогда они организовали неслыханную вещь – ввели санкции против собственного субъекта. К счастью, им не пришло в голову бомбить электростанции, хотя в итоге ситуация дошла до ввода танков и стрельбы по мирным жителям. Давайте посмотрим, что тогда случилось и чем закончилось. Как вообще Советский Союз дошел до такого, что Кремль вдруг начал экономическую войну против собственных граждан? Если вы застали последние годы существования советской власти или смотрели видео на моем канале об этом периоде, то наверняка представляете, насколько все было плохо. К концу 80-х СССР оказался в глубоком кризисе. Этот кризис охватывал все сферы жизнедеятельности, но прежде всего экономику. Советская плановая система находилась при смерти. Заводы не производили нужных товаров, колхозы не давали необходимого количества продовольствия, полки магазинов стремительно пустели, и людям приходилось стоять в огромных очередях, чтобы просто купить продукты для ужина. Под тяжестью этих проблем СССР оказался не в состоянии содержать так называемые страны социалистического лагеря. В восточноевропейских странах – Польше, Чехословакии и Венгрии – коммунистические партии потеряли власть. А затем распад пришел уже, собственно, на территорию самого Советского Союза. Генсек Михаил Горбачев, пришедший к власти в 1985-м, пытался исправить ситуацию. Он объявил перестройку и пытался реформировать умирающую экономику. Но было слишком поздно. Горбачева часто обвиняют в том, что он, мол, продался американцам и специально хотел развалить СССР. Трудно представить более несправедливое обвинение. Те несколько лет, которые история отвела ему на руководство страной, Горбачев отчаянно боролся именно за сохранение Союза. Но ситуация зашла так далеко, что любые его действия лишь приближали неминуемый распад страны. В те годы сепаратистские настроения охватили политическую и партийную элиту практически во всех республиках Советского Союза. А сильнее всего хотели независимости Эстония, Латвия и Литва. 3 балтийских государства вошли в состав СССР накануне Великой Отечественной войны в результате раздела сфер влияния между Сталиным и Гитлером по секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа. В 1939-м на их территорию вошли советские войска, а в 1940-м СССР аннексировал их после референдумов, проведенных под дулами автоматов. В последующие десятилетия Литва, Латвия и Эстония жили по тем же правилам, что и вся остальная страна. Однако о своем прошлом и о том, как попали в состав Союза, никогда не забывали. И как только режим зашатался, сразу же заявили, что желают быть независимыми государствами. Неформальным лидером среди 3 республик стала Литва. В 1988 году здесь возникло общественное движение «Саюдис», взявшее курс на выход из Союза. В 1989 году, в 40-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, прошла акция «Балтийский путь». Жители Литвы, Латвии и Эстонии организовали огромную живую цепь от Вильнюса до Таллина. В январе 90-го года в Литву приехал Горбачев. Он, конечно, посещал всякие заводы и совхозы, но главный вопрос визита был один – что делать с желанием Литвы выйти из Союза? 12 января Генсек в своем фирменном стиле выходит на улицу пообщаться с людьми и заявляет, что если Саюдис продолжит в том же духе, то получит то, что заслуживает. Угроза? Тихо. И я готов с Саюдисом, я с ними в Верховном Совете встречаюсь, веду дискуссии, я не смотрю на них, как на прокаженных.
Есть Саидисы, кое-кто хотел бы, знаете, взорвать, подхлестнуть. Есть. А в принципе это движение, охватывающее большие круги, общественные круги Литвы. И здесь и другие представители других национальностей. Я смотрю на это реалистически, нормально. До тех пор, пока Саидис хочет искать, как двигать, улучшать, придавать большую динамику перестройки, облагораживать страну, облагораживать межнациональные отношения. А там, где Союз будет пытаться взорвать, столкнуть людей, будет получать от меня то, что он заслуживает. Угрозы, конечно, не сработали. В феврале 90-го года на первых свободных выборах в Верховный Совет Литвы уверенное большинство получили кандидаты, поддержанные Саюдисом. На первом же своем заседании 11 марта новый Верховный Совет принял акт о восстановлении государственности Литвы. Этот документ провозглашал незаконность аннексии 1940 года и утверждал, что Конституция СССР больше не действует на территории Литвы. Республика фактически объявила независимость. В полном, кстати, соответствии с Конституцией Советского Союза, которая формально давала такое право всем своим субъектам. Михаил Горбачев за предыдущие годы пошел на множество уступок. Он даже отменил под давлением оппозиции 6-ю статью Конституции, то есть лишил КПСС ее руководящей и направляющей силы. Однако согласиться с уходом одной из республик он не мог. Еще раз подчеркиваем, Горбачев, как никто другой, боролся за сохранение СССР. Боролся так, как умел. Давайте восстановим хронику событий весны 90-го года. Сначала советский президент пытается действовать силой слова. Он публикует несколько статей в газете «Правда». Горбачев утверждает, что литовское руководство не внемлет голосу разума и предпринимает действия, носящие откровенно вызывающий и оскорбительный для всего Союза характер. То есть желание в соответствии с Конституцией уйти и строить независимое государство – это, получается, оскорбление для всего СССР. Когда эта манипуляция не срабатывает, в ход идут устрашения. В Вильнюсе ночью 23 марта проходит марш военной техники, как демонстрация того, что может случиться. Спустя 3 дня десантники берут под контроль некоторые государственные учреждения и сооружения в литовской столице, в том числе и здание ЦК Компартии Литвы. В ответ литовцы выходят на многотысячные мирные митинги с плакатами типа «Красная армия, убирайся домой». Наконец, 13 апреля 90 года Горбачев и председатель Совета министров Рыжков направляют литовскому руководителю ультиматум. Суть его такая. Или отменяете акт о восстановлении государственности, или против республики будет введена экономическая блокада. Литва не принимает ультиматум, и блокада начинается. 18 апреля прекращается подача нефти на перерабатывающий завод в Можейке. Это единственный НПЗ в странах Балтии. Его построили в 1979 году на ответвлении газопровода «Дружба». Здесь производится не только бензин, но и, например, масла для сельскохозтехники, а ведь впереди посев урожая. Почти вся продукция завода идет на экспорт или в другие республики СССР, то есть союзное руководство буквально стреляет себе же в ногу. Но кого это волнует? На следующий день, 19 апреля, в Литву практически полностью перестает поступать природный газ. Вот этот удар ощущают на себе практически все жители республики. После вчерашнего сообщения о том, что поставки нефти в Литву прекращены, а газа ограничены, мы уже сегодня утром обнаружили перемены в своей жизни. В первую очередь, в квартире, где мы живем, батареи нашли холодными. Потом подтвердили, что да, действительно, отопление во всех домах республики отключено. А большинство владельцев автомобилей, как видите, не рискнуло вывести свои машины на улицы. Хотя норма отпуска горючего автолюбителям не так мала – 30 литров. А вот машины скорой помощи, те, что развозят продукты и спецтранспорт, будут работать в прежнем режиме. Промышленные же предприятия переходят на урезанный бензиновый паёк. Что же касается поставок природного газа, достаточно, видимо, будет сообщить, что компрессорные станции республики остановлены. Сейчас Литва в сутки получает 3,5 миллиона кубометров газа вместо 18. 21 апреля эмбарго вводит и на продовольственные товары. Останавливаются поставки продуктов в Литву. В стране и так жуткий дефицит. На полках гастрономов продавцы выстраивают пирамиды из консервов, чтобы создать хоть какую-то иллюзию наличия продуктов. По стране ходит анекдот.
Что это такое длинное зеленое и пахнет колбасой? Ответ – электричка из Москвы. Потому что в столицах и крупных городах хоть иногда можно достать какие-то продукты, а в небольших населенных пунктах вообще нет ничего. Вот люди и едут на поездах и автобусах в Москву, чтобы весь день простоять в очереди и добыть еды, привезти ее назад. И вот на фоне всей этой безнадеги литовцам дополнительно устраивают рукотворный коллапс. Просто назло. Ограничения коснулись даже лекарств. Были прекращены поставки угля, целлюлозы, древесины, бумаги. Между Вильнюсом и Москвой перестали ходить поезда. Литва оказалась еще и в транспортной изоляции. Цена канистры бензина в республике за несколько дней поднимается до 50 рублей, при официальной государственной цене 8 рублей. Останавливаются заводы и транспорт. Чтобы справиться с бедой, в Литве создают специальную комиссию во главе с премьер-министром Казимирой Прунскине. Комиссия объявляет запрет на вывоз топлива из республики, а также вводит с начала мая продуктовые карточки. Кроме того, Литва впервые начинает осваивать собственные нефтяные месторождения. Правительство налаживает прямые связи с предприятиями в других частях страны, переходит на натуральный обмен по бартеру. Если оставить в стороне митинговые страсти, то в обыденной жизни Вильнюса проблематичность ситуации не очень-то ощущалась. Город, как всегда, выглядел уютным, приветливым, доброжелательным. А вот со страниц местных газет громыхала барабанная дробь, призыв к атаке или, если хотите, контратаке. Эмиссары литовского правительства разъехались по регионам Союза. Тюмень дает нефть в обмен на продовольственные товары из Литвы, Кузбасс – уголь, в обход центрального правительства, вопреки блокаде. С промышленностью, как мы помним, и так все плохо в стране. А тут опять же совершенно рукотворно создается дополнительная проблема для индустриально развитой республики, которая много всего поставляет по производственным цепочкам в другие части Союза. То есть, если в Литве останавливается фабрика по производству подшипников, где-нибудь в России или Казахстане встает завод, который эти подшипники использует. 25 апреля один из руководителей Литвы, выступая в Верховном Совете, так описывает ситуацию. На вчерашний вечер уже не работало 7,5 тысяч рабочих. В связи с нехваткой сырья без работы на 1 мая могут остаться 35 тысяч рабочих. 26 апреля в Москве на площади Революции совершает самосожжение в знак протеста литовец Стасис Жемайтис. Его похороны на родине превращаются в огромный антисоветский митинг. В мае останавливаются все электростанции Литвы, работавшие на мазуте. Подача электроэнергии потребителям ограничена. К счастью, дело происходит весной, и хотя бы отапливать дома не требуется. Очевидцы вспоминают, что литовское радио в те дни постоянно ставило в эфир передачи, где рассказывали, как утеплять квартиры, как готовить еду, если нет света и газа. Например, крупу советовали заливать на ночь кипятком, чтобы на утро уже была готовая каша. Расчет союзного руководства ясен. Они надеются, что проблема с топливом и электричеством заставит литовцев надавить на свое руководство, которое отменит акт о независимости. Но что же происходит? Парламент разбежался, правительство ушло в отставку. Толпа разъяренных литовцев взяла штурмом администрацию с требованием пойти на попятный. Ничего подобного. Один из характерных плакатов того времени. «Миша, мы 3 миллиона литовских экстремистов свою независимость на керосин не меняем». Советское центральное телевидение, еще довольно сильно подцензурное, пытается показать, что в Литве все хорошо. Но посмотрите этот сюжет из программы «Время» от 30 апреля 90 года. Абсолютно пустые полки, что в продуктовом магазине с теми самыми консервами пирамидкой, что в аптеке. После правительственного сообщения о введении с завтрашнего дня нормированного распределения ряда продуктов спрос на них резко увеличился. Впрочем, сотрудники торговли уверены, что смогут обеспечить покупателей всем необходимым. Товары поступают ритмично. Количество их за последние 2 недели не уменьшилось. Нельзя было бы говорить, что снабжение уменьшилось, но очень спрос увеличился. В аптеках обычный выбор медикаментов. Правда, и здесь увеличились покупки про запас. Большие надежды литовцы возлагают на помощь от стран Запада. Те могли бы, например, поставить нефть и газ через Клайпедский порт, который экстренно реконструируют. Однако особого понимания за границей власти Литвы не встречают. Западные лидеры только-только наладили отношения с советским руководством после долгих десятилетий холодной войны и не очень-то спешат вставать на сторону Литвы.
Зато Литву поддержал, например, нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Он выступил со специальным обращением и заявил, что все советские республики, желающие стать независимыми, должны получить такую возможность. Летом 1990 года, к примеру литовцев, латышей и эстонцев, последовали и другие республики. Свои декларации о суверенитете, то есть о превосходстве республиканских законов над союзными, принимают Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Украина, Молдавия, Беларусь, а также Россия. СССР распадается практически в прямом эфире. Однако в какой-то момент Вильнюс все-таки идет на временный компромисс. 29 июня 1990 года Верховный Совет Литвы объявляет 100-дневный мораторий на свой акт о восстановлении государственности для проведения переговоров с Москвой о выходе из состава Союза. Горбачев считает это своей победой и восстанавливает поставки топлива в республику. Блокада, длившаяся более 70 дней, на этом заканчивается, но основные события еще впереди. Введением моратория на акт о восстановлении государственности Литвы остановить распад СССР было, конечно, нельзя. Процесс этот довольно быстро стал необратимым. Республики не хотели жить вместе. Вопрос состоял лишь в том, как и когда единое государство закончит свое существование. Переговоры Вильнюса и Москвы закончились ничем. 28 декабря 1990 года Верховный Совет Литвы возобновил действие акта о независимости. В ответ Горбачев не стал вводить новые санкции, он перешел к силовым методам. 10 января 1991 года союзное руководство снова предъявило республике ультиматум и потребовало отменить решение о выходе из СССР. Никто ничего не отменил, и в Вильнюс были отправлены войска. В ночь на 13 января советские солдаты и бойцы группы «Альфа» попытались взять штурмом телебашню, вокруг которой собрались сторонники независимости. Началась стрельба. Погибли 13 человек, больше 100 получили ранения. Той же ночью должна была состояться атака на здание Верховного Совета Литвы, но после стрельбы у телецентра она была отменена. Если бы не это решение, жертв могло бы быть намного больше. До сих пор неизвестно, кто отдал приказ о штурме. И Горбачев, и министры внутренних дел и обороны утверждали, что не делали этого. Выходило, что штурм телебашни с более чем 10 погибшими был личной инициативой группы «Альфа». События в Вильнюсе, которые вроде как должны были помешать Литве выйти из СССР, наоборот, ускорили процесс распада страны. Литовцев поддержали в других республиках. 14 января на Манежную площадь в Москве вышли сотни тысяч москвичей с плакатами в защиту Литвы и литовскими флагами. Огромные митинги продолжались и на следующие дни. 10 марта, накануне референдума о сохранении СССР в центре Москвы, собралось по разным оценкам от 500 тысяч до миллиона человек. Конечно, ни о каких переговорах между Москвой и Вильнюсом речи уже не шло. Литва, а вслед за ней Латвия и Эстония стали фактически независимыми государствами. Официально это будет признано в сентябре 1991 года. Путь от начала блокады Литвы до формального признания ее независимости занял всего лишь 15 месяцев. А еще через 3 месяца не станет и самого СССР. Все его республики превратятся в самостоятельные государства. Экономическая блокада нанесла Литве ущерб в 11% ВВП. Санкции ударили и по соседней Калининградской области, входившей в состав РСФСР. Большую часть электроэнергии Калининград получал из Литвы. Без света и топлива остались десятки предприятий, поставлявших продукцию в СССР, а также советских воинских частей на территории Литвы. При этом тягу литовцев к независимости блокада не то что не остановила, а только усилила. Ни искусственно созданные перебои с электричеством и продуктами, ни ввод войск и стрельба по мирным жителям не помогли союзному руководству вернуть республику под свой контроль. Вы знаете, что я хорошо отношусь к Михаилу Горбачеву и его роли в истории нашей страны. При этом я, конечно, признаю, что последний советский руководитель совершил много ошибок. Блокада Литвы и стрельба в Вильнюсе, тем более, была одна из страшных его ошибок, наряду с силовым разгоном митингов в Тбилиси в 1989 году и вводом войск в Баку в январе 90-го. Столкнувшись с угрозой распада страны, в которой он родился и прожил всю жизнь, и которую искренне любил, Горбачев пробовал разные способы решения проблемы. Но дойдя до крайней точки, он остановился. Даже немножко перейдя, конечно, крайнюю точку, учитывая стрельбу в Литве и в Грузии, но все-таки остановился. Была у Горбачева возможность залить весь СССР кровью ради сохранения своей власти? Конечно, была. Однако пользоваться ею он не стал. Он быстро осознал, что с помощью танков никого не удержать.
и от силовых способов перешел к дипломатическим. Начал обсуждение нового союзного договора, который предполагал серьезную трансформацию СССР в конфедерацию независимых государств. Когда не получилось и это, Горбачев отошел в сторону, подал в отставку и дальше жил очень много лет на пенсии. Умение признавать свои ошибки и исправлять их – важнейшее качество для политика. Владимир Путин совершил намного более чудовищную ошибку, преступление, отправив российскую армию захватывать непокорную Украину. Он продолжает в этой своей ошибке упорствовать, хотя всем уже очевидно, что каждый его следующий шаг лишь усугубляет ситуацию. В первые месяцы войны российские официальные лица хотя бы на словах заявляли, что атакуют исключительно военные объекты. Теперь они даже не пытаются скрывать, что бомбят электростанции исключительно для того, чтобы навредить людям. Гордятся тем, что оставляют без света школы, детские сады, больницы, жилые дома, что заставляют людей сидеть в темноте. Что общего у литовцев в 90-м году и у украинцев сегодня? Они прекрасно понимают, чего хотят, и готовы ради этого идти на жертвы, среди которых и отсутствие электричества. И это далеко не самое серьезное. Поэтому подобная тактика не сработала тогда и не сработает сейчас. Без вас или без света? Без вас. Так ответили литовцы тогда, и так отвечают украинцы сегодня. До завтра.